1997 году Арт Белл, ведущий популярного ток-шоу «От побережья до побережья М», в котором обсуждались странные происшествия и необъяснимые современной наукой явления, получил факс от человека по имени Мел Уотерс. В факсе Мел упомянул о необычном колодце, который он называл просто ямой, непонятного происхождения на территории его поместья в Монасташе, штат Вашингтон. Яма была, по его словам, бездонной и так сильно пугала диких животных в этом районе, что даже птицы никогда не летали над ней. Мел написал: «Я пишу вам, чтобы узнать, могу ли я получить помощь от вас или вашей огромной аудитории. Я живу в сельской местности на востоке Вашингтона, недалеко от хребта Монастеш. На нашем участке есть яма. Как и предыдущие владельцы этого участка и все владельцы до них, мы выбрасывали туда всякий свой хлам и мусор. По-видимому, эта яма была там всегда. Сначала я подумал, что это древний колодец около 3 метров в диаметре. Края этой ямы выложены камнем, а сверху мы положили стальную дверь, чтобы туда никто не провалился. Уже 10 лет туда выбрасывают мебель, домашние непригодные вещи, мертвых коров, строительный мусор, что угодно. Но дело в том, что яма никогда не заполнялась. Так что мне стало очень любопытно, и я попытался измерить глубину отверстия. Я разрядил 3 рыболовные катушки-монолески общей длиной примерно 1400 метров, пытаясь определить глубину. Вскоре я стал закупать леску оптом. На данный момент я погрузил в яму около 24 400 метров лески, все еще не достигнув дна. Моя жена работает в местном университете на геологическом факультете, и мы надеемся получить профессиональную научную помощь в определении глубины скважины. Насколько я могу судить, в этом нет ничего особенно странного, кроме 2 других вещей. Собаки отказываются приближаться к дыре ближе, чем на 30 метров. А птицы не садятся на края этого колодца или металлическую дверь. Еще одна странность — нет эха, когда кричишь в эту дыру. Действительно, я никогда не слышал, чтобы что-то падало на дно, когда туда бросали. Однажды мы бросили туда старый холодильник и не услышали ни грохота, ни всплеска, никакого звука. Я надеюсь, что ваши слушатели могут помочь с возможными объяснениями. Мне интересно, может ли это, основываясь на моих измерениях, быть самой глубокой впадиной на Земле. Мел Уотерс. Вскоре после этого Арт Белл пригласил Мела выступить в своем радиошоу, где Мел познакомил мир с тем, что стало еще одной из самых невероятных из известных загадок 21 века — дырой Мела. В телефонном интервью Мела из Элленсбурга, штат Вашингтон, примерно в 30 километрах от его владений, он сказал Беллу, что купил этот участок несколькими годами ранее, и эта яма всегда была там. Мел добавил, что все в этом районе, включая соседей, хорошо знали о яме и регулярно сбрасывали в нее мусор. Люди бросали сломанную тяжелую технику, мусор, камни и прочее. Мел рассказал историю о соседе, у которого погибла одна из его собак. Вместо того, чтобы закопать питомца, сосед Мела решил использовать удобную яму в качестве могилы для своей собаки и бросил ее туда. Однако через несколько дней охотник увидел свою сдохшую собаку, бегущую по лесу рысью. Сосед заявил, что собака была невредима, но никак не реагировала на его зов или свист, а мчалась, как на охоте. Он был уверен, что это его собака, так как узнал ошейник. Было очевидно, что дыра Мела была очень необычной и загадочной. Это была круглая, похожая на колодец яма около 3 метров в поперечнике, окаймленная каменной стенкой, простирающаяся вниз примерно на несколько футов. Внутри была кромешная темнота, а глубина ямы была непостижимой. Бросив тяжелые инструменты в яму и не услышав ни всплеска, ни удара, Мел очень удивился и предположил, что яма могла быть заполнена грязью, отсюда и отсутствие звуков и эха. Поэтому он привязал пару леденцов к концу лески и опустил их в колодец. Если бы конфеты растворились, то значит там есть вода. Леска Мела закончилась на глубине около 500 метров, и он вытянул ее. Конфета была целая. Затем Мел купил несколько катушек лески и привязал к концу свинцовый груз. Медленно он опускал леску катушку за катушкой, но ничего не происходило. Дыра просто продолжала захватывать леску. Через некоторое время Мел остановился. Он обнаружил, что опустил в яму более 24 тысяч метров лески. Тем не менее, леска не достигла дна. Арт предложил спустить добровольца в яму с помощью шкивов, но Мел скептически отнесся к этой идее.
Он объяснил, что таинственные происшествия возле ямы показывают, что это очень опасно. Там также могут быть токсичные газы, а давление может раздавить любого, кто проникнет внутрь. Мэл отказался от этой затеи, хотя ему позвонил человек, который вызвался провести эксперимент. Мэл не хотел нести ответственность за то, что могло случиться с кем-либо, кто осмелился бы спуститься в бездонную пропасть. При этом Мэл признался, что сам прыгнул бы в яму, если бы у него диагностировали опасную для жизни болезнь. Он считает, что яма обладает неизвестными силами, которые могут омолодить его. Звонки продолжались и ночью, люди звонили, чтобы послушать объяснение этого странного явления. Яма Мэла была темой вечера и оставалась популярной темой в ТВ-программе «От побережья до побережья» долгие годы. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.